Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Андрей Тележенко, американист, на связи прямо сейчас. Андрей, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, гости. Как всегда, приятно у вас быть. Да, пишите в комментариях, друзья, по итогам нашей беседы, что понравилось, что не понравилось. Лайк не забудьте поставить. На Тележенко в Телеграме тоже подпишитесь. Андрей, неделя, конечно, аховская. И она как бы проходит под знаменем переобувания, переворачивания Трампа, которое как бы есть, но которого как бы нет. Он вчера, собственно, там как бы комментировал ситуацию, да, и там рассуждал на фоне всего того, что происходит о будущей войне, говорит, мы положим конец этой войне. Макрон как бы выступил его душеприказчиком на этой неделе и говорит о том, что, ну, в общем, на Аляске чуть не договорились отдать Украину Путину, ну вот, мы включились, этого не случилось. Вообще неделя, конечно, пошла под знаком Трампа. Он правда босс, как он вышел и сказал на Г7? Или как бы короля делают свита? Ну, если в Америке считать, то есть свита для президента Трампа, свита окружения и тех, кто финансирует. Если в западном мире вот это в G7, или как ее там называют, большая семерка, маленькая семерка, то он, да, он там босс, они за все платят, под их ядерным зонтиком весь западный мир держится, ну, непосредственно НАТО. Так что тут вопрос, что будет дальше продвигаться. Ну, Европа уже не первый раз пытается убедить Трампа, чтобы он стал на их сторону и как бы принял решение в этом направлении идти там, воевать до последнего украинца и тому подобное. Тут же надо понимать, то, что тоже попытки такие были, и ничем хорошим они для Европы, ну, как бы не обвенчались, так как это процесс, Трамп имеет все равно свою позицию, есть свои интересы, есть интересы того же самого глубинного государства, которое его поддерживает. И там не обязательно военно-промышленный комплекс и другие эти страны. Если мы видим по Израилю, он все-таки принял жесткую позицию, и эту, как говорится, позицию он отодвинул в бок израильское лобби, которое финансирует колоссальные деньги в его компанию, и пошел как бы по адекватному мышлению, что надо прекращать войну с Ираном. Ну, Иран показал зубы свои, это факт, и все поняли, что дальше продвигаться не может. Так что тут баланс всех сил одновременно, и то, что там какие-то заявления были сделаны во время G7 частично, это как бы не всегда они соответствуют действительности. Есть позиция Трампа, есть позиция элит, которые хотят прекращения войны не то, что потому что так они хотят, потому что это такие добрые, и им как бы их нам жалко, нас, там, русских. Нет, потому что это экономически выгодно Америке сейчас, потому что экономически не вытягивают этот конфликт. Им надо сосредоточиться на доктрине Монро новой, которая отстраивается сейчас заново за Трампа. Создавать экономический такой типа а-ля Евросоюз с Канадой, чтобы получать ресурсы с Канады. Получить Гренландию, получить Кубу и большую часть Латинской Америки. Это для них приоритет, и как бы конфликт на Украине, они там, да, сейчас продают оружие и все. И это вопрос как бы второстепенный. И они его как бы хотят все равно отодвинуть, но в том же самом выиграть в этой ситуации, выйти не проигравшим. И вот это как раз и в этом есть и большая дилемма. Я про это все время последние пару лет говорил. И говорил тогда, когда никто не верил, что Украину договорятся и в Аляске договорились, чтобы отдать Российской Федерации. Так оно и произошло. И так, я думаю, оно все равно будет идти, потому что другого варианта развития событий сейчас для США нет. У них в доктрине прописано национальной безопасности. Враг Китай, это в первую очередь. Россия, враг только если ее трогать, а трогать Америке и России сейчас невыгодно. Ее можно сделать союзником, потому что коренные принципы консерватизма, христианства и адекватности у США, как на сегодняшней России есть. И национальная безопасность США прописана так, что это же не только президент США принимает, это те же самые элиты как бы обосновывают на их позициях.
И они видят сегодня в России врага. Да, 30 лет назад там был коммунизм, они видели врага во время холодной войны. Потом там во время Байдена, Обамы, Бушев демократии не было в России, они видели врага в России. Сейчас вопрос демократии по России не стоит. У них все понимают, что правление в странах таких, как Украина, Россия, в восточных странах бывшего Союза, они специфические. Нельзя иметь, нет везде полной демократии, нельзя иметь ее вообще в тех странах, потому что там исторически по-другому составлялось это все процессы. Это им объяснили на Аляске американцы. И на этом основалась новая, как говорится, национальная безопасность США, что с Россией лучше договариваться и работать. А договориться можно как раз по вопросам Украины и Латинской Америки. Что мы видим происходит сейчас в глобальном мире. Вообще, конечно, очень интересно. Ничего не говорит о завершении конфликта на территории Украины, но голоса эти звучат периодически, да. Очень ревностно отнеслись к Кошке европейцы, который вроде как выступает переговорщиком с Россией. И там внутри как-то страны, знаете, в общем-то, начинают дробиться, потому что к Украине совершенно разное отношение. Мадьяр вытирает ноги от Зеленского. Ну, фактически, назначает ему встречу в Берегово. С Польшей мы видим, что происходит. Да? Забрали Белого Орла, и тут выстроились все в очередь сдавать свои ордена, медали, грамоты, всякие там благодарственные письма и все остальное, как бы поддерживая Зеленского. Но тут же, понимаете, в чем дело? Тут же понимать, поддерживать в чем? Я так вижу, просто объективно, если посмотреть на ситуацию, я так вижу, что давался срок определенный, ну там переименуй как-то что-то сделай, то есть давай на контакт. И вроде пошли на контакт, были сообщения. Но нет, в принципе, все дошло до вот этих срывов орденов и бросаний на порог посольства, и как бы так в пику вот эта вся, так скажем, гонор, вот это вот все прорывается. С точки зрения там, если глубже в Европу пойти, мы видим, как только определенные страны говорят Украине, продолжай воевать. Другие говорят, давайте договариваться с Россией. Очень интересная диспозиция, на фоне которой Зеленский выходит и говорит, все, Трамп за нас. Как вы оцениваете ситуацию европейско-российских и, ну, понятное дело, отношений в контексте украинского вот этого периода обострения? Все-таки прав президент Эстонии, да, который говорил о том, что-то летом все закончится, и это все к миру, вот такой трудный путь, ночь темна перед рассветом. Это какой страны? Эстонии? Да. Эстония, ну, это, конечно, мощно. Еще вспомнить надо Андорру или Мальту, что они, какие их позиции. Это будет тоже правильно в геополитическом процессе. Ну, шутки шутками, там факт. А Европа, там, они пытаются кого-то всунуть, или, как говорится, всучить процесс переговорный. У них была такая возможность. Они себе показали во время Минского процесса. Показали, потом нагло вышли и сказали, а мы это использовали для того, чтобы накачать Украину. К ним доверия нету, потому что те же самые элиты, те же самые, как говорится, руководители, ну, фактически правят теми странами. Да, там им фамилии поменялись, там в США просто поменялся политический процесс как таковой. И вот почему там есть шанс еще довериться как-то в каком-то объеме дипломатического процесса, что-то можно попытаться договориться. Тоже слышат друг друга, а тут же не слышат. Те же самые партии, персонажи и кто за ними стоит у власти, той же самой Германии, там, Великобритании, Франции, там, да, имена другие, но те же самые элиты. Так что, которые хотят войны, которые не хотят договариваться, хотят оттянуть время с Россией. Потому что и Россия сейчас вопрос, а с чем Европа договаривается? Они сами признали, что они непосредственно участник этого процесса, потому что они сейчас накачивают Украину не только там деньгами, кредитами или там, чтобы вбухивать военно-промышленный комплекс, а оружием, бесплатным оружием. Наводят ракеты, производят те же самые дроны и ракеты на своих территориях, которые якобы украинские, которые там украинского ничего нет, только название одно. А все составляющие, компоненты и персонал и все остальное, заводы находятся на территории стран Европы. В каком посредничестве, кто какие переговоры должны вести. Они хотят тебе какой-то шмат отбить от Украины или там что-то с этого получить, понятно, потому что
вложились, большие деньги были вложены. А как тут сейчас Америка и Россия договорились, вот почему они сорвали этот процесс договоренности. Не тоже потому, что они там тоже такие злые, хотят рассевать. Они хотят получить что-то с России. Говорят, давайте или как-то с Украины, кто-то что-то нам дайте, вы нам должны. И в этом как раз контексте и европейцы надавливают и на Трампа, чтобы продолжать, чтобы иметь возможность в каком-то процессе, может, где-то они вырулят и поставить себя на место переговорщиков так же самое. Там же и Туск заявляет, что мы хотим тоже принимать участие. Ну, мы же вложились, наши территории использовались для переброски оружия, мы что давали убежище миллионами украинцам, потом. Слушайте, это Все очень, хотят это заработать. очень интересно, кстати, давайте на этом я так немножко сакцентирую, да, не прерву, а сакцентирую. Это очень интересный взгляд на события. То есть это все как бы за бабки, ну, за деньги. Ну, то есть они просто не хотят, получается, они там вот это вот потратились, да, и, ну, там, кредит с дебетом просто не входит, не сходится, и нужно что-то предпринимать. Вот они, собственно, так и бьют копытом. Ну, конечно, у них экономика упала ниже плинтуса. Ну, реально. Мы видим, как закрываются заводы, химпромышленность Германии, автомобильная промышленность Германии падает. Вот Volkswagen заявляет уже, что может развалиться, который после Великой Второй мировой не развалился и прожил свое. А вот мы видим, вот такой развал Европы идет. Люди колоссальные деньги. Им не простятся они самые избиратели их. Они не видят их как люди в Европе. Их лидеры в Европе, европейцев не воспринимают как людей. Их не простят это, потому что если они выйдут без какого-то курса, чтобы обосновать, почему они же вышли из этого конфликта. И вот почему они навязывают, что будут воевать с Россией. Вот этот накал, что вот дайте нам что-то, давайте договориться. Тут же процесс, война всегда это заработок, к сожалению. Но я тогда, подождите, давайте тогда логически мыслить. Тогда, по идее, Европе выгодно быстро-быстро закончить войну, забрать все то, что есть в Украине. Но там, правда, конечно, договор столетний с Британией и с Америкой. Это не европейские, как бы, ну, то есть активы. У европейцев там буквально там несколько заводов, какие-то там прииски, что-то такое, то есть то, что им отдали. А вся основная как бы история просто... Может, мы с этим и сталкиваемся, что все отдали американцам и британцам, а европейцы тоже хотят свой кусок от Украины, но пока, ну, нечего делить. Мы делили апельсин, много нас, а он один. Вот как раз и это вопрос. Европейцы отодвинули в сторону и поставили их на место, показав им, что они ничего не имеют. Вот в этом как раз есть, что они продолжают эту войну. Им выгодно продолжать, пока они с ними не начнут договариваться. Вот это такой процесс идет сбоку стран Запада, той же самой Европы, чтобы продвигать этот конфликт до конца. Там та же самая Словакия, Венгрия, там, ну, перепадет, не перепадет, то уже понятно. Раньше там была при Венгрии чуть другая позиция, но сейчас как бы главное, чтобы экономический процесс наладился, чтобы не выделялись эти колоссальные миллиарды, не надо было блокировать это все на Украину. Потому что Болгария сейчас такая позиция, Румыния, а другие страны хотят получить кусок пирога с этого. Все. И вот почему они надавливают, накаливают ситуацию по России, будем воевать, хотя они не понимают, что война России с Европой будет чуть другая, чем на Украине, когда там подвигаются войска, идут точечно, маневрируют, это что показали даже те же цифры по количеству жертв войны среди гражданского населения намного меньше, чем другие страны во всем мире. Каждая жизнь важна. Но показательно было, что тот конфликт на Украине это довольно специфический. Реально не война, а военная операция. А там будут бомбить по ядерным оружием. И они как бы это не понимает Европа до сих пор, что они не верят, что Путин на это пойдет. Так что вот это, и вот почему они накаливают ситуацию до конца, чтобы якобы что-то вклиниться в этот процесс и пытаются сбить Трампа, понимая, что вот его термин скоро придет к концу, вот выборы промежуточные, может он там, республиканцы не наберут, не пройдут в Конгресс и в Сенат, и мы будем там тоже как бы, у нас уже будут шансы, потом уже его и Трампа не будет у власти, придут какие-то третьи лица, с которыми будет легче договориться. Вот к этому всего сейчас идет. Им начхать на жизнь, начхать, сколько людей погибает. Вот эти все высказывания, что вот мы за Украину, за украинцев, вот это хлопают все в ладоши, флаги выставляют всюду. Это все бред и пиар, чисто чтобы массы
как бы удовлетворить, но все уже понимают, к чему это идет, и все понимают позицию то же самое Запада по поводу Украины и Британии. То, что она там получила 100-летний контракт, это ничего не значит. Все понимают, что британцы так тоже бесятся, потому что поняли, когда после Анкараджа, что Трамп передал Украину, он тоже передал Украину России, но он отдал Украину ту территорию, которая была всегда под зоной влияния Российской империи, России и Союза и тому подобное. Это нормально. Как и Россия согласилась, что Америка может влиять и продвигать интересы свои в Латинской Америке. Это их территория, это их зона влияния. Все, поделили зоны влияния, чтобы безопасность была. Для той же самой Соединенных Штатов Америки. Это же не просто вот отдали, поменяли, разделили, потому что они такие тоже плохие или хорошие, или там пытаются между собой подружиться. Нет, они делят зоны влияния для политического будущего наращивания позиций обеих стран. То же самое США против Китая в будущем и России, как бы, чтобы укрепиться им вокруг себя, иметь как бы безопасную зону от влияния там, того же самого НАТО и внешних сил у своих границ. Вот и все. Так что к этому пришли. Британцы тоже бесятся, потому что тот же самый 100-летний контракт, он ничего не значит. А что он значит? Ничего. Американцам бы дали работать на Украине, на той территории, и они бы себе там добывали, что хотели, выходя из того контракта, который есть. Но это, мы про это уже с вами опять неоднократно говорили, просто что сейчас уже подтверждаются публично в прессе те процессы, про которые мы еще год назад обсуждали, и во время Анкараджа, еще и до Анкараджа позиции администрации Трампа. Но вы не видите, что Украина побеждает. Еще раз, Украина побеждает? А где? Не видите этого? Ну, смотрите, у нас последнюю неделю... Я вижу, что это пиарный ход Нет, ну смотрите, аналитических как у центров в нас... Вашингтоне, как у который нас пишет, тут- что Украина побеждает. Как у нас говорят, сейчас вот границы 91-го года. Быстренько нарисовали социологию, подсунули, что украинцам важнее территории, чем благосостояние. Ну, вы видели этот опрос в КМИС, наверное. Это, конечно, это нечто. А еще больше независимость важна, чем благосостояние украинцев. Плюс, конечно, вот это вот удары по Крыму, А перерезание. независимость от чего? Украина когда была независима? Ну, вы Реально. понимаете, что у нас... Не, ну тогда я просто вопрос, независимость от чего и от кого? У нас слово независимость, ну вы же знаете, вы очень давно в Суверенность. политике. У нас независимость исключительно от там России, только в этом ключе рассматривается. Это такая традиция была. Я тоже Потому что все паспорта имеют западных стран, Америки, и все там живут. Это независимые правители и мужи государства. Это то же самое, как УНР, ЗУНР, которые все были потом под западным влиянием Германии, там, стран Европы, потом поубегали тоже Скоропадский и все остальное, которые там были большие тоже надежды на мир, и потом он взял просто под немцев лег и все остальное отдал, как бы, то, что можно было отдать, чтобы якобы тоже была незалежность, или Грушевский, который полякам был. Ну, короче, это все ж понимаю, ну, Австро-Венграм, это империя входила через польское лобби, историю Украины писал и деньги. Так что никогда не было этой независимости, реальная нормальная Украина, она была только когда мы были в составе там, или под влиянием России, нам дали украинцам, дали какую-то идентичность. Это реально, ну, как бы не то, что исторический факт, это реальное событие. Когда было эти процессы по Украине пошли, независимости. Когда там Яков получила в 91 году независимость, получила, пару лет побыла, потом опять легла под западные страны через какое-то время. Кучма отдал, лег под Запад, потом уехал на Запад, чтобы его активы сохранить. Ющенко, то понятно, Катерина Чумаченко, ЦРУ, там работа ихняя. И там Виктор Федорович бегал между, и, как говорится, к сожалению, это, может быть, добегался, может быть, если была более жесткая позиция по тому, как надо договариваться. Он все-таки не Лукашенко, чтобы маневрировать так, как уж между скал. А он, как говорится, к сожалению, в просак попал. Так что имеем то, что имеем, и потом вообще тотальная, не то, что независимость и суверенитет, а тотальная колонизация Украины после 2016 года. Я лично это видел на свои глаза и американцами, европейцами, канадцами и тому подобное, которые тупо просто говорили, кому что делать и кому, как говорится, кого назначать, и все остальные эти процессы. Платили зарплаты в конвертах от этих фондов. Те же вот эти министры, замминистры, их советники получали и работали непосредственно не на чистую зарплату, которая колоссальная была, официальная потом им повысили, а потому что им доплачивали по десятки долларов в конверте. Кому-то 5 тысяч, кому-то 8, кому-то 10 тысяч долларов в конверте дополнительно. Вот и все, вот суверенность. И все работали на кого-то, а не на государство.
Так что пусть они, как говорится, молчат про свою, не мычат, извините меня, за независимость, а сворачивают свои, как говорится, лапти и или бегут, или сдаются, или просто мир налаживают, потому что людям это уже надоело. Потому что это бусификация и все остальное. Если бы люди хотели войны, они не упирались до того, чтобы как их тянут туда на убой. Вот это не надо книз показывать, надо показывать улицы. То, что вот на Троещине происходило, когда сотни людей вышло отбивать человека, потому что это уже перегребает всю палку. Вот это рейтинг, вот это социология, улица. К сожалению, сегодня к этому идет сегодняшний киевский режим. К улице опять будет махновщина, и опять будет потом переломная ситуация, как и было потом в 2019 году. Что Украина, как бы, история повторяется. Вы Лукашенко вспомнили, который маневрирует ужем между скал, но сейчас, по-моему, как-то вот уперлись в стенку, по крайней мере, Зеленский, который выставил ультиматум неделю, чтобы забрать технику из приграничья Беларуси, белорусской территории, чтобы убрать ретрансляторы, которые якобы убивают украинцев, помогают убивать украинцев, потому что Россия отпускает дроны, это говорит Зеленский, по мирным жителям, а ретрансляторы помогают их наводить. Ну и, конечно, там НПЗ не дает покоя, мол, как так, мы тут по Москве бьем, мы тут нефтепереработку гасим, там наши дроны быстры, наши там сильны, понимаете, удары. А Лукашенко продает или там гоняет бензин в Россию. Представляете, какой негодяй. Поэтому вот эти два таких условия, или через неделю, я так понимаю, что будет? Бомбить будет? Но мы это слышим достаточно давно. Была такая пауза, а теперь опять вернулись к этому вопросу. Почему? Ну, во-первых, то, что Украина и киевский режим бомбит НПЗ, да, но какой эффект это имеет, образно. Политический и картинковый эффект, что там где-то какое-то время нету бензина. Там в Америке тоже такое вот было, когда война в Иране началась. И это не конец света. Да, оно образно неприятно, не дискомфортно, но это по сравнению с тем, что происходит в военной ситуации, как Россия отвечает по военным объектам, на поле боя не меняет никакой разницы. Это меняет, может, дошатывать ситуацию на территории России, что Украина хотела сделать. Еще с начала конфликта расшатать ситуацию на территории России, чтобы развалить там государство. Это еще как укус комара, который почесался потом, ну и прошел, когда его помазали мазью. Это отстроится все через месяц-два. И война продолжается. А ответ какой может быть? Удар может быть по мостам, если захотят уже Россия действительно ударить в ответ и получить результат, который обрежет правобережье и левобережье Украины. Ударить по дамбе, серьезно ударить. Не, как говорится, мы перехватываем все, что идет по дамбе. Но если циклон ударит или там то же самое Орешник, его же перехватит. Там в Киеве не будет. Или по Бортницкой станции, я помню, мы еще этим вопросом занимались в 2014 году, когда в кабине работали. Там это взяли тогда, Петя взял у китайцев деньги после этого в 2015 году, $1 миллиард, и украл. Там они ничего не отстроили. Если там что-то попадет, то, извините меня, это все переработка, то что отходов, поедет Днепро, потечет. И это будет экологическая катастрофа. Так что тут привязать, как говорится, Украину очень можно быстро, если захотеть, и получить реальный ответ. Просто пока берегут еще раз. Это раз. А то, что по Беларуси вопрос уже опять идет, это накручивание ситуации. Это так же самое расшатывание ситуации, потому что белорусы очень сильно боятся войны в середине Беларуси. Не хотят они в этом участвовать, они себя комфортно чувствуют. И они вот это идет расшатывание ситуации внутри Беларуси, чтобы расшатать против Лукашенко. Вот будет война, будут готовиться, вот идет раскачка, все воевать, все напряженно. И Запад как бы опять это пытается использовать, чтобы дестабилизировать ситуацию в Беларуси. Зачем? Используют Лукашенко, чтобы, во-первых, перевести Лукашенко на свою сторону. Они уже это пытались сделать. Мы видели по приезду американцев в Беларусь, мы видели, когда приезжали тот же самый пастор Грэм, который как бы в окружении Трампа входит, попытался тоже как бы молебен за Лукашенко и тому подобное, польстить ему, и чтобы перевести его на сторону, как Пашиняна в свое время это сделали. Ну, он был просто их человек. Но Лукашенко тоже надо понимать. В 1994 году это был человек,
команды образно западных либеральных сил, там, Сороса и тому подобное, он как бы вот это поддерживал. И он тоже как бы, как Пашинян, пришел из той, как говорится, плеяды руководителей. Так что они попытались и пытаются его взять на свою сторону, устрашать тем, что будет война на его территории. Но получится ли у них это? Я думаю, нет. Хотя Лукашенко, еще раз, хочет дружить с Западом. Ему нравится Запад, он хотел бы, чтобы его сын там был. Ну, реальные факты, то, что я слышал. А если взять серьезно, то он будет, как бы, да, сын сыном, но он будет, как бы, отстаивать ситуацию в Беларуси, понимая, что если Запад туда придет, все, что он, как бы, построил за эти последние 30 лет, просто разрушит. А И он этого что не вы дает. имеете в виду под выражением «сын там был»? Ну, сын, я имею в виду, на Западе. Ну, жизненные И, несмотря на интересы то- вы имеете в виду. Да, как бы его личные интересы семьи, отправить сына в Америку учиться, как бы у него было такое желание, знаешь, что последние пару недель было обсуждение, когда там к нему разные гости приезжали. Но вопрос то, что это стоит как бы вторым вопросом для него. Это как государственник, это правильно. Он не сдаст Беларусь. Это есть такая надежда все-таки. То есть понимание, что его все заслуги потом просто сотрутся в пыль после того, как будет смена власти в Беларуси, и просто уничтожится то, что Беларусь какая есть вообще. Ее поделят между представленным Прибалтией и Польшей. Ну, Вот и есть и понял. вообще, вы знаете, конечно, вот эти былые заслуги, которые стираются, это прям тоже такое веяние времени. Ну, давайте откровенно, да. Кто там помнит уже, что было, ну, Не, ну условно. все видят, что есть. Это основа есть и того, что и было. Вот это, что есть в Беларуси сегодня, она есть, она работает, она существует, с ней договариваются, с ней ведут диалог, с ней торгуются. Это как бы даже не Украина, которой все вытирают ноги и понимают, что уже ее нет. Почему-то весь процесс катавасии идет с поляками по Украине, сдают медали. Потому что все понимают, все знали, что в Киеве киевский режим, нацистский режим. Нам Порошенко, Зеленский, глорификация Бандеровщины, Мельников, вот эти все Шухевичи, пособников СС, Галчины и тому подобное, которые непосредственно финансировались нацистской Германии и были созданы. Потом после Великой Отечественной войны финансировались СТРУ, к сожалению. Это факты, их поднимали на Украине на государственном уровне. И это знали еще до СВО. Несмотря на это, закрыли глаза в Польше той же самой, и Волынскую трагедию забыли, чтобы абы получить, кажется, тоже этот кусок пирога, победить Россию и тому подобное, потому что было такое, кажется, распоряжение их, кажется, тех, кто их финансирует и поддерживает тех самых элиты Польши и Евросоюза. А сейчас все начинают понимать, что Украина слабая, режим слабый, его надо дошатать. Сделать так, чтобы как бы Зеленский прогнулся. И вот это идет шатание. И вот Зеленский как бы пока якобы не прогинается, но ситуация такая, если он не прогнется что-то под ним, и оно все лопнет. И будет смена режима. К этому оно Запад и ведет сейчас. Поменять, то же самое, или Буданова, или Залужного, или еще какого-то третьего персонажа. Усик пытается влезть через Буткевича, тот финансирует его на ура, его все прохождения, лобби, там, и в Америке, и в других странах, и даже не только лобби, а его и выигрыши на поле боя, ну, боксерского, точнее, Усика. Там уже много вопросов потом после того, как он побеждает, как это все было, какие там, как все судили. Все это, как говорится, колоссальные деньги, которые через Буткевича Зеленский промывает эти деньги. И вот тут зарабатывает, и теперь выдвигает еще третьего кандидата, который может быть якобы завести для того, чтобы правил дальше той клоунады на Украине. Там посмотреть на всех этих трех, что Залужный, что Буданов, что Усик, все же, как говорится, довольно неразвитые люди. Я имею в виду там, может, они красиво говорят, и то не все. Не очень красиво говорят. Ну, я образно говорю, там некоторые там пытаются что-то высказывать да, спиной. У них там подводная лодка, которой на Украине нет среди поля и тому подобное, сыновей, которых нет и тому подобное. Так что, ну, сам факт, что продвигаются такие люди. Потому что начать на Украину, надо дальше править вот эти все элиты на Украине уже. И вот это оно все такое перемешку. Те пытаются получить часть пирога, которой уже нету. И оно вот эта борьба идет за вот это месиво, болото, которое есть на крови украинцев, на украинских телах русских. И абы
чтобы дальше участвовать. Единственная страна, которая в этом процессе хочет это все остановить и хотела бы остановить это все, это Российская Федерация, которая бы, ну, остановила это все, возобновила свои экономические процессы и дальше развивалась, как она развивалась до этого. Как мы видим, Россия не получила ни одного займа для войны на Украине извне, как и Иран. Они не получили, не брали никаких кредитов. И еще к чему, плюсик к этому, они в этом году будут закрывать свой внешний долг. Вот, как бы, вот это к чему, то, что я говорю, что им бы было выгодно это все закончить, и экономически лучше, как бы, наладить свою ситуацию еще лучше, чем она есть, продвигаться в своем направлении, как бы забыв, что была такая, как бы, ситуация с Западом, и продавать газ, и работать, и жить и тому подобное. А все остальные нет, западные страны хотят войны, потому что им нет выхода, они проиграли. Те, кто проиграл, как раз в отчаянии. Вот и показатель. Вы так про Усика, вы прям серьезно, вот что говорят в кулуарах, что говорят ваши связи по поводу этого? Ну, давайте тоже так. Я просто про Усика слышал еще очень давно. Очень давно. Еще там, когда там, в общем, вообще про эти выборы, вообще мы в другом контексте говорили, когда там еще и подходил этот срок Зеленского, еще он был полномочен, да? И тогда еще говорили. Но вот опять-таки, ну а что мы имеем? Фотографию у туалета, как Тимошенко, помните, легендарную. То есть, или как Ермак пересекся с Рубио, там вот это вот, тут мимо пробегал. Ну, в общем, такая странная история, понимаете? Вы серьезно думаете, что Усика к чему-то готовит? Что американцы говорят? Американцы его то не готовят. Его готовит еще Буткевич. Вот в чем проблема. А это же как Океанельзе, как это Вакарчука тогда тоже. Типа вкинули, вложили в него деньги, отправили на курсы в Гарвард или в Стэнфорд, где он там был. И потом провели, ну, как говорится, такую дискуссию, панель. И поняли, что он не годится никуда. Так что пока этот процесс до панели не дошел, Усика никто еще не выставлял. Но и потому что как бы нету пока интереса, есть еще интерес в Буданове. Ну, к этому пытаются его на панели всунуть туда. Тот же самый это Буткевич. Так что будем смотреть, как это будет развиваться. Еще раз. Просто показательно опять, как олигархат на Украине во время войны заработав колоссальные миллиарды, просто их вбухивает не в государство, а не в людей обычных, которые как бы вот сел нету, и там городов маленьких, там в Виннице показывали, как там тысячи этих плакатов, где нету кому уже воевать, чтобы как это компенсация семьям и тому подобное. Они вкладывают в политику, чтобы дальше править на Украине, и править не для того, чтобы Украину отстраивать, а править для того, чтобы ее добивать и отмывать через нее деньги. И вот это для чего надо Усик Буткевич. Буткевич возомнил себя таким новым Коломойским, который может как бы сейчас что-то где-то сделать. Вчера продавал колбасу, там нарезал, а сегодня нарезает уже, как говорится, политику. Вот, к сожалению, то, что мы видим, трагическая ситуация, опять цикличность нашей истории, непонимание ситуации. Но я думаю, сегодня уже люди на Украине, большинство, понимают, что их развели и будут разводить дальше, и что на это вестись не надо. Да, какая-то часть там будет еще верить в эту ярую пропаганду бандеровщины. Это надо для этого, чтобы было дурдом в стране, это надо не обязательно, чтобы вся страна это была. И не большинство, или там даже не половина. 1 миллион человек дайте, и вот будут неадекватных, они будут как бы вести ту неадекватную политику всего государства. Андрей, вы дипломат. Что это за бывший? Что это за орлопат? Ну, смотрите. Ну, это же какая-то тоже дикая история. Я понял, хорошо, Сибига. Но это его прокол. То есть это конкретно министр иностранных дел никакой. Поэтому не смог нивелировать, как-то вот выстроить так отношения с поляками. Сложными, кстати, поляками. Ну, то есть там сложно, у них своя там идет драчка между собой. Вы говорили и делали акцент выше о том, что они тоже хотят часть пирога. Ну, ясен красен, все хотят, понимаете? Ну, то есть, можно же как-то балансировать было. И Украина пыталась это делать, но все дошло до лишения ордена Зеленскому. И
я Сибигу понять могу, что, ну, это как он расписался в своей вот этой вот... Но из этого сделали флешмоб, понимаете? И все теперь... Посол в Польше украинский тоже отдал медаль. Буданов тут каким-то боком выскочил. Ну, Буданов зачем? Получается, мы сейчас все сведется к тому, а кто не отдал польскую какую-то награду? Прокомментируйте эту ситуацию. А у нас есть дипломатия вообще на Украине? Вообще, ну, в последнее время, когда было, когда еще был Зеленко, он покойный, или Геннадий Иосифович Удовенко, вот это были дипломаты последние на Украине, которые понимали, что такое та же самая Россия, НАТО, Польша, как с ними надо вести диалог и как с ним балансировать между и между. Сейчас у нас дипломатии нету. Последние лет 15, это точно, или 20. Это, ну, как бы, какие министры у нас были? Климкин, тот же самый, который там не вел эти минские там, тоже переговоры, непонятно как. Стебига, это, ну, я знаю, что отец у него прокурор был в свое время. Я знаком с Стебигой лично. И вот тогда еще, когда в Дипакадемии работал. Или в консульской службе. Ну, человек как бы не имеет понимания геополитического масштаба процессов, которые происходят вообще в мире, как вообще ведет не прямолинейная или узкая дипломатия, а как она ведется реально. Потому что все как, ну, как бы, то, что там не то, что учится в учебниках, это не есть дипломатия. А то, что реальная практика, и то, что она происходит, и как она работает в действительности. Он не понимает, что это. Как и многие дипломаты. Я помню, работая в посольстве, ну, долгий срок, да, мне там говорили, что я там полгода дипломатом был, но 10 лет занимался внешними отношениями и геополитическим процессом, как это, от политической партии, это «Батьківщина», заканчивая потом политическим консалтингом международных отношений между Украиной, США, Евросоюзом и Канадой для наших, ну, так называемых элит. И видел дипломатию, как она реально работает за эти 10-15 лет. И могу прямо сказать, что у нас в посольстве, когда я приехал туда, знаете, как отчеты пишутся с Вашингтона? Потому что по времени разница есть. То можно выиграть в прессе, что-то написать там, левое, там, прессы там взять и потом взять как отчет, что это какая-то информация. Через компьютер это без секретные докладывают на Киев. Вот и все, вот там собирается информация. Никто не бегает, даже своих денег не вкладывает. Ну, так было, естественно, в 2015-2016 году. Я свои деньги ездил, вкладывал, чтобы получить какую-то, пообщаться с людьми по штатам, кандидатами в президент. Вот вам и дипломатия у наша, которая, к сожалению, так она работает. Никто не хочет работать, потому что все хотят выехать за границу, получить свои 34 тысячи долларов и потом приехать, привезти или машину, или купить квартиру. Никто не думает про государство как таковое. Может, тут там есть пару человек, но их как бы дни до сегодняшнего выкинули. Так что вот этот Орлопад, это показатель, это первая такая вишенка, что публичная такая. Как у нас работает Министерство иностранных дел. Тот же самый Кулеба, который рассказывал, что с лопатами будет бегать, там, добивать людей, забивать и все остальное. И сам сейчас сидит, извините меня, в шоколаде, все хорошо, и нигде он с лопатами не бьется, никто не воюет, и все, это, он там занимается продажей продукции своей жены, продвигает секс-шоп и все остальное. Ну вот это наша дипломатия. Секс-шоп. Поимели и выкинули. А реальный результат получить, не как бы полагаться на Запад. У нас же всегда как, Запад нам поможет. Как 15 история. Запад нам поможет. Вот и помогли. А когда самим реально что-то надо додуматься, чтобы выйти из ситуации, нету мозгов, нету понимания, нету стержня, чтобы это сделать, и практики понимать, что какие будут результаты, просчитать. Потому что если просчитывали, не было бы сегодняшней войны на Украине. Если бы просчитывали дипломатию, сегодня бы не было бы Донбасса у нас. Потому что договорились и вышли с этой ситуации бы мирным бы путем. Но нет. У нас дипломаты стали военными, которые надо воевать, продвигать войну во всем мире Украины. Наши дипломаты стали ложиться под Запад, как это все, как в Америке. Даже там в Вашингтоне, в посольстве, те же самые общий персонал там. Я не буду называть фамилии, это люди как бы не публичные. Ну, их там 5-6 человек, которые уже последние лет 15, те же самые люди там в посольстве работают, на серьезных должностях.
и то департаментом в Киеве руководят, то в посольстве в Вашингтоне, и туда-сюда. Потому что они работают на глубинное государство в Америке, они продались там. Вот их и туда и возвращают назад, чтобы они там себе зарабатывали. А когда эта ситуация поджимает, их потом, они остаются в Америке жить, как бывшая зампосла Оксана Шуляр. Была резидентом в Вашингтоне, спала там со всеми, потом уехала, стала жить в Вашингтоне, в Калифорнии, преподавать. Вот это наша дипломатия. Никто не думает за государство. И вот почему у нас все вот это какие-то непонятные решения кидают орденами, с поляками не могут договориться, выйти, потому что основа уже была такая поставлена. Слабая позиция Украины, которая рассчитывала только то, что Запад ей скажет. Польша в какой-то момент что-то им подшептала, они это взяли, хорошие идеи продвинули, оно сошлось, потому что это было в интересах Польши и якобы тогда в интересах киевского режима. По Америке, по Великобритании. А когда это все начнется сыпаться, и они будут Запад выкидывать Украину, что сейчас потихоньку начинает происходить, потому что слабый киевский режим и пытается расшатать его, то оно как бы не будет удерживаться, потому что нет людей, которые это удержат. Нет системы государственников, которая работала бы на государство. И вот почему мы видим вот это все скидывающие ордена и непонятно чем занимаются, эти флешмобы. Ну так, а если оценить дипломатию американскую, то тут вышел Болтон на днях и начинает тоже философствовать на эту тему, что Трамп рассматривает международные отношения как, ну, как бы через личное, да, через личные отношения. Для него, если Путин и он хорошие друзья, то отношения между США и Россией хорошие. С Ким Чен Ыном он вспоминал историю, что он говорит, мы влюбились друг в друга. Ну, с Ким Чен Ыном тогда еще, когда были эти встречи. И он тогда ответил, ну ладно, босс. И вообще мы видим затык дипломатический, достаточно серьезный. Ну вот как? Сейчас прошла новость, и тоже все немножко хоть выдохнули, окрылились, что все-таки сорванная встреча в Швейцарии по Ирану все-таки состоится. Хотя, опять-таки, я не знаю, как выкрутится все для Израиля, потому что новая волна против Израиля конкретно, она уже есть. Такер Карлсон выходит и прям разносит, говорит, что цель Израиля — это дисфункция, гниющая рана, длится это на протяжении поколений, настоящая цель — Сирия, Ливан, Ирак, Сомали, разрушение ради самого разрушения. Ну, короче, в общем, антисемит, ну, то есть в позиции других людей. Но это же тоже получается... Быть против, тут я добавлю, быть против правительства Израиля, Натаньяху, это не быть антисемитом. Но вы же видите, как они подписывают. Они подписывают все. Это пытается так Израиль сделать, там, государство Израиль. То есть, если ты не поддерживаешь правительство Израиля, ты антисемит. Это как на Украине. Андрей, они называют все антисемитизмом. Все. Лукашенко, это который... тоже на Украине скоро можно. Вот тут. Не поддерживаешь Зеленского, ты антисемит. Да, антизелит. Антизелит. Антизелит или там русский ген. Так что тут же так же самое. Ну, в Америке дипломатия все-таки есть, потому что они работают все-таки как бы на свое государство. Кто-то работает на глубинное государство, вот почему она такая у них корявая. И нету там послы, не всегда поддерживают позицию главнокомандующего, который как бы тоже есть лидером, человеком, который ведет геополитический процесс международных отношений Соединенных Штатов Америки, это президент США. Это у них как бы прописано. Он может иметь... Лидер государства может не быть дипломатом, он может иметь свое личное мнение этого процесса, как и Трамп видит ситуацию в своем направлении. Это там Си Цзиньпин и Путин, как бы они, и тот же самый Моди, выучились в этом процессе и набили как бы шишки и понимают, как это работает на практике. А такие, как Трамп, они как бы в практику, для него практика — это жизнь, было больше в бизнесе, и он это воспринимает как политику, как и бизнес. Он, говорю еще раз, мы про это говорили, он не знает, где там находится та же самая Словения, откуда там тоже Милания находится. Он на карте не может показать. В этом ему не надо это иметь. У него есть как бы окружение, которому он доверяет, которое должно это ему показать и рассказать. Но, к сожалению, то окружение, которое есть, там же много сокращений было в последнее время. Мы видели, как еще первый срок Трампа многие послы и дипломаты, которые были туда заряжены Демпартии и там финансировали команду через команду Сороса, многие деньги так себе зарабатывали во время тоже своей карьеры в Госдепартаменте. Или кто-то на ЦРУ работал, который работает вообще против президента США. То этот процесс, как бы, получается, что Америка как бы слабеет и слабела из-за этого всей, кажется, канители. Потому что позиция президента Америки была другая, а послы ее не хотели поддерживать во всем мире американские.
Вот в чем проблема у Штатов с дипломатией. У них она есть, она якобы на государство, кто-то, кому-то чужому они не продаются, продаются в середине своего государства каким-то элитам, как и многие другие госслужбы в США. И вот в этом есть проблема американской, не только дипломатии, а других служб. И вот почему она показывается такая слабая. Каждый тянет одеяло на себя, и каждый где-то пытается вытереть. По Израилю ситуация такова, что Израиль финансируется Америкой полностью. Это факт. Да, там они союзники. У Америки есть обязательства перед Израилем, там, по союзному договору, чтобы они финансировали Израиль во время там, конфликтов. Но Израиль и тот же самый Нетаньяху перешли границы. Нетаньяху, не хотя этого делать, исходя из его коррупционного скандала, который ему грозит там 15 лет тюрьмы, в самом Израиле по коррупции. Там же идет до сих пор расследование, и пока идет война, и Нетаньяху никто не будет садить. И вот почему ему выгодно, чтобы эта война продолжалась с Ираном, с Ливаном, Турция, они там, это будущий конфликт, они хотят же расширять действительно свою территорию. Но это не Нетаньяху лично, это его окружение, министр финансов, министр национальной безопасности Израиля, которые реально радикалы, которые там бывшие террористы, которые еще были лет 30 назад, их собрали за терроризм, они замах делали на президента Израиля и тому подобное. Так что вот это как раз, к сожалению, он вынужден Нетаньяху подводиться под ту политику своего окружения, который его вытягивает из тюремного срока. Правда, что Трамп намекнул на смену режима в Израиле? Есть такое, желание, потому что Трамп поверил Нетаньяху, поверил Моссад во время конфликта в Иране. И мы про это тоже, кажется, с вами говорили, у вас в эфире я это говорил, что тогда первый там день им пообещали, что все пойдет, Иран пойдет, и будет как в Венесуэле. Это был Моссад и Нетаньяху лично. И он не поверил тогда спецслужбам США, поверил Израиль. После чего он потом реально разозлился, отошел от Израиля. У него уже начался конфликт, называется Нетаньяху, и он его пытался разуметь. Вы видели вот эти все выскочки Трампа неадекватные, якобы, что были, что он себя как ведет, потому что он уже понимал, он пытался удержать ситуацию, но понимает, что ситуация не удерживается. И сейчас это разрешение ситуации подписанием с Ираном договора, это есть выход для США. Там они победят в том, что они из этого выйдут, и доллар не посыпется. Потому что следующий этап был бы это разрушение Америки. А Израилю это было выгодно в каком-то моменте, потому что они бы получили бы контроль над Ближним Востоком полностью. Армии американские выбиты с союзнических стран США, Катар, Арабские Эмираты, Бахрейн. Иран же их повыбивал, они туда, скорее всего, все больше не вернутся. Отстраивать их никто Америка не будет, и, возможно, эти страны Персидского залива и не дадут им там назад вернуться, потому что видели такой результат, что Америка взяла и за неделю до конфликта с Ираном вывела оттуда все ПВО. И их бомбили. Израилю перекинуло это все. Так что все видели, как это все происходит. Израилю это было выгодно, также сам параллельно втянуть Америку в эту ситуацию для того, чтобы использовать американские силы, потому что Израиль сам бы не может победить, и плюс выкинуть американскую империю с Ближнего Востока. Израиль считает себя империей. Они считают это израильское правительство, не израильтяне, не евреи. Я к евреям ничего плохого не имею, это чтобы понимать. А израильское именно правительство Нетаньяху считает себя империей, которая должна расширяться. И по библейским там каким-то у них есть видение, что Бог Аврааму пообещал территории до Ирана и до Египта и до Турции. Вот это все должно быть до Саудовской Аравии, там Израиля. Хотя этот договор уже был тогда, когда распяли Иисуса Христа, этот договор был разорванный Богом, потому что народ Израиля там же кинул Иисуса на распятие. Не будем в библейскую тему ходить, но сам факт, вот это есть видение израильского правительства сегодня. И оно довольно специфическое, они ведут свою политику, хотя они союзники с Америкой, они крадут у американцев очень много информации. Они именно шпионят за Америкой больше, чем любая страна, можно так сказать. На уровне Китая это точно. Хотя они, еще раз, союзники, Америка им все передает, все разведданные. Но тот 1%, который они не передают, Израиль за него борется жестко и пытается подкупить. И там уже было довольно много случаев, что
Израиль тогда и американцев вербовал военных, и которые потом у себя не экстрадировали в Америку, хотя Америка просила экстрадировать этих людей к себе. Так что это исторически там довольно идет борьба своя. Каждое еще раз государство, реальное государство, борется само за себя. Это есть факт. Это пример только Украины, которая борется якобы за себя на картинке, а реально подчиняется указам извне тех или иных государств или тех или иных элит. А вот это показатель того же самого Израиля, чему можно сказать, отдать им и уважение в том формате, что они борются сами за себя. Несмотря на что, используют, если надо, Америку в этом процессе. И все остальное. Так что Израиль проиграл в этом факторе. И им надо смириться с тем, что они будут жить в той ситуации, которая есть. Им надо наладить отношения в регионе, если они хотят вернуть себе какую-то адекватную репутацию. Извините меня, геноцид устроить в Палестине, убить, по цифрам реально убили 180 тысяч гражданских, а если взять за эти пару лет войны, только они гуманитарные катастрофы устроили, не поставляя туда гумпомощи, воды, электроэнергии в больнице, сколько людей погибало из-за того, что не было лекарств, которые Израиль блокировал поставки туда, то цифра добегает больше 500 000. Гражданских за последние пару лет только в районе газа убито. Вот это реальный геноцид. Вот это реальная картинка того государства, которое надо действительно проводить санкции, к чему надо ставить вопросы. Надо ли такое государство в мире? Так что большие вопросы. А Трамп, я думаю, наладит свои отношения с новым правительством Израиля. Он отодвинул, слава богу, то лобби, и Америка не будет идти на пути разрушения себя через войну в Иране. Надеемся, что она не возобновится. Андрей Тележенко был моим собеседником сегодня. Я благодарен за время и мысли. Спасибо всем. Божьей помощью все будет хорошо. Берегите себя, друзья. Добра и света. Увидимся.